Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. То, как Чонгук побежал, чтобы просто быть рядом с Тэхёном. Девятое место. Тэхён, где твоя рука? Что ты делаешь? Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть каналы на Бусти и в Телеграм, на которые вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Даже их мультяшки приклеились. Седьмое место. Нет никаких эффектов, замедленной съемки и никакой добавленной музыки, но этот момент как будто отрывок из самого романтического фильма. Шестое место. Поведение пары. Именно в этом временном промежутке Тэйкук стали более открыто вести себя на публике. Именно тогда был тот самый переломный момент, когда что-то в воздухе изменилось, повеяло свободой и откровением. Любимое место для поцелуев Тэхёна. Пятое место. Антистресс Чон Чонгука. Представьте себе отношения, при которых из-за одного сообщения «я скучаю» садишься в самолет, чтобы пролететь 9 часов и долететь до другого края земли, чтобы твой парень не скучал. Просто безумие. Четвертое место. Забота. То, как Чонгук и Тэхён кормят друг друга.
Третье место. Новости. Телешоу ТВН представило фанатам щедрые подарки от Чангука. В общей сложности 5000 фанатов получили подарков на 700 миллионов вон на 3 музыкальных шоу. Одна из самых милых вещей в Чангуке – вот эта улыбочка. Фотография Тэхёна в модном магазине сувениров, который недавно открылся в Корее. Именно этот веер Тэхён держал в руках в рекламном ролике «Visit Seoul». Его пристальный взгляд. Статья от СМИ. Хасок сегодня завершил службу в армии. Он завершил свою обязательную военную службу и был официально демобилизован. Несмотря на то, что его агентство заранее сообщило, что не будет организовано никаких особых мероприятий по случаю возвращения артиста, его коллега по группе Джин прибыл на базу, чтобы встретить Хасока в этот день. Множество поклонников со всего мира, включая Японию, Италию и Бразилию, собрались, чтобы увидеть двух суперзвезд. Хасок поблагодарил фанатов, журналистов и, конечно, Джина, который пришел встретить его в день демобилизации. Напомним, что Хасок отправился на службу в апреле прошлого года, став вторым участником BTS после Джина, кто прошел обязательную военную службу. Он служил инструктором в учебном лагере 36-й пехотной дивизии в городе Ванджу, провинция Канвандо. Когда Чангук злится, это сводит с ума. Хасок на вывоз. Джин. Я сегодня немного взволнован. Затем Джин прокомментировал пост Хасока. Думаешь о том, чтобы не выйти на работу на следующий день после увольнения, как тот дилетант? Ни за что, ха-ха. Этот разный Тэхён. И во всех своих амплуа прекрасен. Аналитики полагают, что последнее увольнение BTS из армии, скорее всего, пойдет на пользу индустрии K-pop в целом. Возвращение Хасока, безусловно, похоже на освежающий ливень для HYBE во время долгого засушливого периода, сказал аналитик Leading Investment and Securities Ю Сон Ман агентству EFP. Он добавил, что агентство BTS HYBE ведет судебную тяжбу с продюсером женской кей-поп-группы NewJeans Min Hee Jin, что стало головной болью для инвесторов. Кроме того, в начале этого года в Сеуле в отношении другого участника BTS, Юнги, было начато расследование в связи с инцидентом, произошедшим в нетрезвом виде на электросамокате, в результате чего стоимость акций HYBE упала до рекордно низкого уровня. Даже если отбросить в сторону проблему Юнги, сначала необходимо решить проблему Min Hee Jin и NewJeans, сказал Ю.
Если все участники BTS не завершат военную службу и не вернутся в полном составе, сольного возвращения Хосока может оказаться недостаточно, чтобы полностью затмить конфликт, добавил он. Цена акций Hype выросла на 3% в ходе ранних торгов в четверг. Остальные участники группы завершат свою службу в июне 2025 года. В понедельник Джин объявил, что выпустит свой первый сольный альбом в ноябре. Обожаю это видео. 1001 разновидности улыбки Чангука. Я так люблю этот образ Тэхёна. Помните этот момент, когда Тэхён искал своего отца в толпе, а потом счастливо улыбался, наконец заметив его? Вы только взгляните на эту искреннюю, неподдельную радость и горящие глаза. Талия и ремень. Вернемся к вот этой разнице между ними. Что это такое? Драгоценные моменты, когда Тэхён называет Чангука малышом, никого не стесняясь. Он выглядит как тот самый главный герой из дорамы. Секрет отношений Тэхёна и Чангука. Тэхён и Чангук очень сильно привязались друг к другу еще со времен трени, и до сих пор их отношениям можно позавидовать. Ребята поддерживают друг друга во всем, делятся творческими успехами и доверяют друг дружке свои личные секреты. Их астрологическая совместимость указывает на то, что у Тэхёна и Чангука сильная и взаимная привязанность. Они легко ладят, дружат, ценят и понимают, насколько им комфортно вместе. Во-первых, оба парня принадлежат к земным и рациональным знакам – Дева и Козерог, поэтому у них много точек соприкосновения в характере, а значит мало ссор, разногласий и конфликтов. Тэхён и Чангук легко понимают земную природу друг друга. Козерог и Дева всегда были братьями одного земного тригона. Во-вторых, парни одинаково мыслят и думают, потому что их мышление также находится в разумных и земных знаках. В-третьих, в поведении на сцене оба отличаются невероятным актерским мастерством и редкой харизмой.
а своим визуальным образом умеют зажечь публику, отдавая всю свою страсть сцене «Луна вовне» и «Во льве». Есть и непохожести у ребят, например, Чангук более легкий на подъем, более энергичный, бойкий и динамичный, Марс в Скорпионе. Тэхён потяжелее на подъем, не слишком активный, делает все медленно и неторопливо, Марс в Козероге напоминает ползучую черепашку. У парней разный уровень энергии, но достаточно сильный у обоих, просто Чангук включается быстрее и хочет всего и сразу, а Тэхён более медленный и не торопится, потому что Тэхён предпочитает все тщательно обдумать и взвесить. Оба целеустремленные, амбициозные, напористые и предприимчивые, но с разным темпом и скоростью к жизни. Какие еще есть секреты коммуникации у наших ребят и что цементирует их отношения? Мне кажется, это преданность и готовность прийти на помощь, доверие и бескорыстность, сопереживание, отсутствие зависти и мужские секреты, которые можно доверить только близкому человеку. А еще Тэхён и Чангук вместе потому, что они совпали внутренне друг с другом. Тэхён в своем маленьком неуклюжем мирке. Два года назад у Чангука и Тэхёна было ночное свидание на пляже Пусана. И это одновременно делает так плохо и хорошо мне. Я действительно боюсь микроволновок или что только не сделает человек, чтоб не стоять рядом с этой пугающей греющей штукой. Песня Love Me Again превысила 875 миллионов прослушиваний на Spotify. Предварительно выпущенная песня Love Me Again из сольного альбома Тэхёна Лэйоува пользуется постоянной любовью, превысив 875 миллионов просмотров на Spotify, крупнейшей в мире потоковой платформе, по состоянию на 17 октября. Love Me Again Тэхёна – первая и единственная песня B-Side среди сольных песен K-pop, которая находилась в глобальном чарте Spotify более 400 дней, находилась в чарте 433 дня. Это также первая песня K-pop B-Side, которая собрала более 700 миллионов прослушиваний в глобальном чарте Spotify. Love Me Again – это песня, дающая богатое ощущение жанра R&B, сочетающая в себе госпел и джаз с соул звучанием 1970-х годов. А ритмичный, но привлекательный голос Тэхёна добавляет уникальную атмосферу, которую трудно найти в K-pop. Американское издание популярной музыки Consequence of Sound выбрало Love Me Again как самый впечатляющий сингл в ежегоднике K-pop 2023. СМИ объяснили причину выбора Love Me Again и заявили, в этой песне сочетаются звуки поп-музыки и R&B, а также присутствует богатый баритон. Тэхён – первый сольный певец K-pop, чьи песни в альбоме превысили 100 миллионов прослушиваний на Spotify. А также он стал первым сольным исполнителем из Азии, который продал все свои песни в США тиражом более 100 тысяч копий. Только человек с большим сердцем может так искренне любить животных.
Если присмотреться, можно найти проявление любви и нежности. Его двойственность. Как они могут быть такими одинаковыми и разными одновременно? Сколько бы времени ни прошло, каждый раз, когда я смотрю на тебя, я чувствую, будто теряю связь с реальностью, я просто не в силах отвести свой взгляд. Самая солнечная прическа Тэхёна. Куда бы Тэхён ни пошел, он всегда находится в центре внимания. Чангук в панамках. Тэхён в очках. Моя мама не хотела, чтобы другие дети смотрели на меня свысока в Сеуле, поэтому она прислала мне эту куртку и сказала, что красный цвет будет выделяться больше всего. Обожаю его милые и огромные глаза.
Подборка кушающего чангука для поднятия вашего настроения и аппетита. Квадратная улыбка Тэхёна вынуждает мое слабое сердце пропускать удар за ударом. Подборка кушающего Тэхёна для вашего душевного равновесия. Тэхён – тот айдол, которому стоило бы дебютировать еще и на подиуме. Тэхён как социальная бабочка. Чангук и его бэйбидольная сторона. Фотографии Тэхёна, на которых он собирается съесть сладость. Эти заигрывания доведут до греха. Хочу напомнить, что чангук – самая милая хлебная крошка. Второе место. Это так интимно. Чангук буквально. Я им сказал, что наши отношения не для камер. Не подводи меня.
Невозможно не завидовать Тэхёну, у которого есть свободный доступ к этим мягким кроличьим щечкам. Первое место. Кажется, компании нужен новый став. Взгляд Чангука сказал все. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.